Ну что, друзья, FoxFlix, это знаете, какая у нас моделька? VF71. Это проектор, который меня удивил. 35 тысяч люмен. С контрастом 10 тысяч к одному. И это проектор, который реально откалиброван прямо с завода. С такой посредственным звуком, с отсутствием 24-кадрового режима, со слабым процессором, но это все ему можно простить, потому что на внешнем устройстве, например, на ТВ-боксе, он показывает просто обалденно. Я не ожидал. Он далеко оставляет за собой, например, всякие TD7W, TD98 Pro, потому что просто дубасит как сумасшедший. Я сегодня его тестировал, занимался целый день тестами этого проектора. Мы смотрели на нем потом. Какое кино мы смотрели? А ну, Лиса, ты вспомнишь, какое кино мы смотрели? Что-то про космос. «Потерянные в космосе», да. Отличное кино было, супер. Теперь давайте посмотрим на него поближе. У него есть VGA-выход. VGA-выход. У него есть VGA-выход, есть у нас вот такая вот USB-шечка, HDMI-чик, входы 3.5 и выход 3.5, и есть у нас LAN RJ45. Сразу говорю, спереди у нас есть, вот, пожалуйста, окошко камеры для автофокуса, для автокейстоуна. И автофокус и автокейстоун здесь абсолютно идеальные. Плюс есть у нас автокоррекция препятствий, избежания. У нас не короткий фокус, при том, что у нас 5-дюймовая LCD матрица, которая позволяет нам избежать, то есть они что они сделали? Они избежали практически линзирования. Линзирование очень минимальное. То есть это четкая, ровная картинка без искажений с классной яркостью и контрастностью. Я очень действительно удивлен. Неплохие материалы корпуса, то есть это не пахнет какой-то дешевой китайщиной. Да? У нас есть заменный фильтр в этой части, который выкручивать надо, откровенно говоря. Не заменный, его можно чистить. И есть вот ножка, а ну покажи, Лисичка, ножку. Смотрите, у нас есть ножка, которая меняет угол наклона. То есть это все в принципе есть. Да, он не самый тихий проектор, но это все ему можно простить. Все можно простить из-за качества его, скажем так, отображения, и при этом он еще может до 235 дюймов растянуть экранчик. Правда, не короткий фокус. Слушайте, давайте так, переходим с вами, смотрим. В комплекте у нас там пульт самый обыкновенный, вот такой вот у нас есть кабель питания, и в принципе этого нам достаточно для того, чтобы этот проектор использовать. Переходим с вами, смотрим, сколько он стоит, а стоит он действительно мало для такого проектора. Потом тестируем и делаем выводы. Ну что, $217 стоит этот проектор. Fox, ну вообще знаете, что просто по-немецки читается FoxFlix. Вообще VoxFlix, VF71, Full HD, и тут пошло-поехало. Автокейстоун, автокоррекция, они, знаете, самое простое описание, я был очень удивлен. Поехали, встроенные 5-ваттные спикеры, звучит неплохо. Дальше услышите, плосковат чуть-чуть, я именно вам сразу такое говорю. Поддерживает 4К только из внутреннего плеера. А вот яркость, это просто невероятная яркость, ребята. 35 тысяч люмен, это оптические люмены китайские, не путайте, по ним ориентируемся сейчас. Автокейстоун, автофокус работают отменно, и 5 дюймов, 5-дюймовая LCD проекционная технология. Тут тоже отлично сработано, знаете почему? Потому что минимальное, абсолютно минимальное линзирование, то есть линза большая, он не короткофокусный, и удалось избежать линзирования по краям, нормально, хорошо показывает. 2/32, Wi-Fi 5 ГГц. И тут я сразу скажу, что вот и Wi-Fi, и вот эти 2/32 там нафиг не нужны. Для внешнего устройства вообще идеально. Для внутреннего нет. Android 11, контраст 10 тысяч к одному. Там действительно контраст прекрасный. И там есть еще один сюрприз. Вот вы сейчас посмотрите, действительно сюрприз. Полное разрешение Full HD. Вот это, конечно, вот эти, знаете, смотреть все прыщи на коже, это такое себе дело. Bluetooth 5.2 поддерживается. Богатый интерфейс, это мы уже с вами смотрели. И пошли фокусные расстояния. На 1,8 метров 54 дюйма, 4,5 метра 150 дюймов и 7 метров 235 дюймов. Яркости хватит, поверьте. Слушайте, ну, в принципе, все. Ребят, ссылки в описании под видео. Пошли тестировать и делать выводы. Смотрите, зашли. Очень интересно. Есть у нас полноценный маркет. Давайте AIDA64 тогда загрузим, посмотрим. Действительно удивлен. Ладно. Стандартный YouTube установлен. Слушайте, интересно.
Сейчас посмотрим на его характеристики. Но на удивление главное меню выглядит, действительно работает очень быстро и выглядит достаточно приятно. Ага, AIDA 64 установилась. Слушайте, ну яркость прям невероятная. Так, New Link, Big Fish 2/32. Центральный процессор Cortex A53 по 1 ГГц. Блин, 1 ГГц мало. Говорю сразу, это High Silicon 3751 маловато. Ну ладно, будем сейчас проверять. Full HD, сеть у нас Connect маловато, 180 мегабит, но опять же, при его качестве воспроизведения, я думаю, для внешнего устройства будет идеально. Доступа к температуре нет. Слушайте, это я то, что хотел узнать, я увидел. Давайте вот посмотрим на его возможности в настройках. Я имею в виду, меня интересует настройка проекции. У нас есть возможность переключать режим проекции для разного расположения проекции. Вне проектора автоматическая коррекция трапеции, ручная корректировка трапеции по 4 точкам. Хорошо с этим работает. Автофокус включен. А ну, Лиса, надо фокус дернуть. Именно при, допустим, изменении положения проектора, ну, вот вверх и вниз его поставь. Смотрите, у нас появляется режим автофокуса. Смотрим, как он справится. И, кстати, трапеции в том числе. Тыдынь, все идеально, он справился, отлично все стало. Есть у нас ручной фокус, цифровое увеличение, есть у нас автоматическое преодоление препятствий, то если что-то будет, допустим, стоять, и вы включите проектор, то он автоматически уменьшит изображение и разместит его там, где нет, скажем так, каких-либо препятствий. В других настройках у нас можно включить источник загрузки, это значит выбрать либо HDMI, либо VGA, либо какие-то другие источники. Опции при выключении ожидания, выбор языка есть только русский, английский, ну и там и куча китайских и европейских языков, украинского нет. ARC есть, режим изображения. Опа, а вот это я вижу первый раз. Мы можем с вами менять разные режимы изображения, компьютерный и пользовательский. Да ладно, можно прямо в меню. Слушай, он громкий. Я тебя не слышу. Он громкий, ребятки, надо тише делать. Сейчас сделаем тише. Слушайте, вы прям здесь можете отрегулировать цвета, яркость, контраст, сатурацию. Ладно, оставим стандартный, а я вам объясню, почему оставим стандартный. Даже есть цек. И он поддерживает цик для внешних устройств. Вау. Вот просто вау. Хорошо, ладно. Теперь очень интересно стало. Еще интереснее становится. Объясню. Дело в том, что начнем с качества отображения. У него нет проблем с оверсканом. Лиса, иди оценивай, все ли точки видны на стрелочках. Именно важен базовый пиксель, который угловой. По-моему, даже захватывает. Отлично, захватывает лишнее. По яркости он откалиброван с завода по яркости, контрасту и по цветам. У него заводская правильная калибровка, у него достаточно яркости для осуществления этого. Вам не нужно ничего выкручивать, потому что если перейти на базовые цвета, все базовые цвета правильные. Смотрите, в чем фишка. Яркость проектора такова, что когда вы снимаете, допустим, вот у нас сейчас освещение, у нас полностью освещенная комната. То есть у нас не закрыты шторы на 100%, у нас освещение порядка 40%. Но при этом он полностью, смотрите, какой он яркий. Амбиент-эффект просто сумасшедший. Смотрите, при смене основных цветов, это вот один из вариантов оценки. Сумасшедший амбиент-эффект, просто топ. Просто топ, он всю комнату заливает. Это лучшее, что я пока что видел из LED-проекторов, вот именно LCD-проекторов, которые продаются в Китае. Посмотрите на этот амбиент-эффект. Это просто невероятно. Хорошо, ладно. Черный, смотрите, какой черный. Топ. Теперь смотрите, каждый квадратик виден. Каждый квадратик в цветовой гамме виден. Базовые цвета откалиброваны правильно. Девушки выглядят правильно. Это вот я всегда всем говорю, вот когда, посмотрите, опять все квадратики видны. И здесь проявляются все квадраты в прямоугольничках. Я не знаю, как передаст камера, но это идеально. Просто. И здесь все градации видны. Теперь яркостно-контрастный анализ. Лисица, интересует нули в самом последнем столбце. Ты их видишь? Да, я вижу прям все здесь. Вот, все, супер. Яркостно-контрастный анализ идеальный.
Базовые цвета отличные. Здесь, вау, смотри. Самое нижнее, у нас есть разделение по этому, и в них еще есть подразделение, он полностью это отображает. Во всех цветах все прямоугольнички, во всех цветах яркостно-контрастный анализ, синий, зеленый, красный, все отображает идеально. Теперь по размытию. Лисица, дуй, оценивай размытие. Я вот сижу буквально в 2 метрах, в 3 метрах от изображения, линзирование просто-напросто минимально. Минимальное. Поддерживаю. По точкам. Ну, Лисица тоже кричит, что поддерживает. Действительно, я вот удивлен. Один из тех проекторов, которые меня действительно удивили. Вау. Смотри, каждая ресничка. Каждая ресничка. Птичка, смотрите, как птиц выглядит. Меня интересует, как он, как проекционный. То есть, в плане того, что вы можете откалибровать здесь все, что угодно. У вас есть заводская калибровка. Я вижу здесь десятку, шрифт десятку я вижу. Вообще отлично. Для проекционного он тоже для рабочего проектора выйдет. А ты знаешь, что мне напоминает этот проектор по интерфейсу? У него есть, смотри, у него есть переключение такое же, как в Lenovo, который мы делали. Да, Когда он, да? когда он обрабатывает картинку. Прикольно. То есть, это на секундочку. У нас с вами интересный момент с качеством отображения. По качеству отображения прям вообще отличный, один из лучших. Теперь берем видео, меня интересует, знаете что, тестовые картинки на 24 кадра. Я знаю, что здесь, скорее всего, нет 24-кадрового режима. Запускаем воспроизведение ролика и фотографируем с выдержкой в 1 секунду. И я вижу здесь шахматку, то есть 24-кадрового режима нет, что в принципе и было, скажем так, предсказано. То есть ни один из LED-проекторов из Китая этого не держит. По поводу воспроизведения роликов тестовых, я вам скажу, это нечто... Лиса, смотри на картинку. Огонь. Это просто топ, я вам серьезно говорю. Смотрите, это просто топ. Сейчас мы попробуем с внешнего устройства. Это 4К ролики. Подожди, у него что, HDR есть? Подожди, у него есть HDR? Режим холодный, нет, это не то. Вот просто, блин, изображение стандартное. Да, мы прямо здесь можем регулировать с вами картинку. Я не понимаю, но он, по-моему, декодирует HDR. Слушай, прям красиво, очень. Вот прям вау-эффект, я вам серьезно говорю. Вот у меня это вызывает вау-эффект. Вы можете на нем смотреть все, что захотите. Вот подходит. Теперь попробуем ютубчик воспроизвести. И оценим потом качество звука. Вот сразу сейчас мы будем оценивать качество звука с вами. Слушайте, а ведь просто даже, вот важна же реализация получается. Получается, что даже на этом процессоре он воспроизводит нормально контент. Вау, смотри, это ролик, который я снимал сам. Мне вот интересно, насколько он хорошо воспроизводит. Сейчас мы посмотрим. Не, понимаешь, когда мы начинаем клацать какие-то настройки, вот это вот 1000 мегагерцовый процессор играет злую шутку. Качество. Максимально он может декодировать 1080p. Давайте включим статистику для сисадминов и посмотрим, что он нам покажет. Full HD он декодирует, но с фризами. То, что я говорил, там есть какие-то базовые дропы. И вот, вам нужен для полноценного качественного просмотра все-таки какой-то внешний источник, внешний ТВ-бокс, либо компьютер. Конечно, качество отображения, честно вам скажу, очень даже неплохо. Сейчас попробуем другой ролик, какой-то мой, тоже очень красивый какой-нибудь. Давай. И попробуем сейчас тест на звук. Короче, по звуку громко и плоско, говорю сразу. Вот если оно есть, ой-ой-ой, сильно плоско, не хватает басов. Хотя звук громкий и чистый. Вот знаете, чистый, громкий звук, диалоги будет слышно хорошо. Ой, вот это зря я, конечно. Диалоги будет слышно отлично, музыку слушать на этом не стоит. Есть Miracast, смотрите, у нас есть Miracast и iOS Cast. Это значит, что вы можете кастить с вашего телефона, либо с компьютера, использовать как второй монитор, грубо говоря, беспроводной монитор. То есть вы можете спокойно подключать, но это не тема нашего обзора, нам интересно. Есть Bluetooth динамик, но с таким качеством звука не очень. Переключаемся на TV-бокс. Теперь я вам скажу так, это просто невероятно. Давайте мы посмотрим экран и звук, он позволяет нам
получить 1080p. Ну, здесь все честно, 1080p это Full HD проектор. Тут как бы никто не рассчитывал. 4К он может декодить в варианте внутреннего плеера. Мне интересно, насколько он откалиброван в режиме внешнего устройства. Так, интересует теперь тестовые картиночки. Ой, давайте попутно мы посмотрим видео какое-нибудь с внешнего источника, насколько это красиво выглядит. Воу. Так, слушайте, ну громкость подтверждаем, но сильно он плоский, хотя громкий. Громкий, но плоский звук, да, подтверждаю. Качество отображения просто нереальное. Я вам серьезно говорю, просто нереальное. А ну давайте, Sony Pictures 4K. Вы знаете, я прям ты посмотри на это качество, ты посмотри на контраст, а? Посмотри на яркость, вообще, блин, топово. Это очень красиво. Оно, LG New York 4K. Смотри, вообще топ. Ой, ребятки, мне кажется, что мы получили топ-проектор за какие-то вменяемые деньги. Я очень сильно удивлен, что за эти деньги я действительно получил что-то красивое. Давайте базовые цвета посмотрим, как они будут работать. Ой, слушайте, белый аж выжигает глаза. Класс, красный. Градации. Ну, градации, само собой, с лесенкой, потому что здесь не 10 бит, не OLED, само собой. Мне интересны регулировки яркости, именно яркостно-контрастный анализ и цветовой. Слушайте, ну по базовым цветам у меня вопросов нет. Базовые цвета прям четко. И это прям, знаете, как будто он светится, экран. Хороший, яркий. Да, один из тех... О, черный неплох. Так. Вы знаете, он тоже здесь откалиброван полностью с завода. Полностью. И по яркости, и по контрасту, и по... Девушки выглядят вообще ошеломительно. А ну смотрим по базовым цветам. Базовый серый, белый, отлично. Да, слушайте. Ну реально, первый проектор, в который я вообще не вмешиваюсь в калибровку, в котором все откалибровано с завода правильно, цвета все различимы, все градиенты видны, яркостно-контрастный анализ. Но он просто идеальный. Каждый кубик виден в каждом из столбцов. Я готов, в принципе, проходить и резюмировать. Смотрите, в синем, в зеленом, в красном, все идеально. Оно на наружном, слушайте, минимальный эффект линзирования. Все, ребят, проходим и резюмируем. Вот вообще просто топово. В качестве выводов рекомендую. Один из тех проекторов, которые мне очень понравились. Знаете, вот мне нравились там тандилы, мне нравились там еще там взатки некоторые. Но это прям вот топчик-топчик. Именно из лет LCD проекторов. Вот вы должны это понимать. Мы рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.